I really don't think so, that I would for a second let you back in through my door. I have spent many a night, even when you were by my side. I shed tears I couldn't dry. I shed. Всем привет! Сегодня хотел бы показать, как изготовить кошелек. Я его назвал «Игрушка». Вчера он был у нас, я выложил этот кошелек, видео самого кошелька. И многие подписчики начали писать и просить, чтобы я показал, как его сделать. И сегодня я хотел бы показать, как делать этот кошелек. Делать его очень просто. Надо просто понять принцип, как это работает. И, как говорится, все гениально, оно просто. И что нам для этого нужно? Нам надо 4 кусочка кожи. Я не показывал, как я их готовил. Я думаю, каждый из вас сможет сделать выкройку такого кусочка кожи. Размеры я делал, не помню сейчас. Размер у нас получается 7,5 сантиметров на 11 я делал. Вырезал такие кусочки кожи. На этом кошельке я решил сделать такой карманчик под карточку, что будет очень удобно. Не только для денег, но и под карточку. То есть нам надо 4 куска кожи. Вот они у нас уже вырезаны. Нам нужен будет клей.
нам нужна будет резинка. Ну, это то, что я сегодня смог найти. Но желательно брать покачественнее резинку. И приступаем делать его. Сложного тут ничего нету. Резинка. Мы ее приклеиваем. Предварительно я разметил, где будет проходить эта резинка. Отступил я от края 1,5 сантиметра. Для чего? Чтобы она... Разметил, чтобы она ровно проходила. То есть, чтобы в дальнейшем у нас, когда кошелек полностью соберется, чтобы у нас не было никаких перекосов. Ну, что мы делаем? Берем одну часть и приклеиваем резиночку сюда. Отмечаем, где проходит ее край. Там уже размечено с той стороны. Размечаем с этой. И приклеиваем ее. Наносим клей. И приклеиваем. Вот так вот. Надеюсь, вам видно. Потом берем второй кусочек резинки. И точно так же приклеиваем в этом же направлении. Опять же, по линии, которую мы наметили. Вот. То есть вот она у нас, эта резиночка приклеена. Дальше. Составляем вместе две эти части и перекидываем резинку ровненько по этому. Ровненько. И также ее приклеиваем с обратной стороны вот этого куска. Вот. Можно дать небольшую натяжку. Сильно резинку не натягивайте, потому что будет не совсем хорошо. Небольшую натяжку даете и приклеиваете ее также к задней части. Этого куска кожи. Тут делаем то же самое. Также перекидываем эту резинку, намазываем ее клеем и приклеиваем. Вот так вот. Вот у нас получаются такие две полосочки. Надеюсь, я не съехал в сторону. Потом,
после того, как это все у нас подсохнет. Сыр. Я подогреваю клей, он лучше схватывается, когда разогретый. Это не отклеился у нас последствия. Так, все сбилось. Дальше берем еще 2 кусочка резинки. Вот так вот, наверное, лучше будет. И приклеиваем их. И надо видеть, чтобы вот она у нас разметка. Разметка. Я надеюсь, видно, да? Разметка. То есть вот эта разметка там, где проходят эти резинки, они будут проходить здесь. То есть крестик, который мы сейчас будем делать, он не должен заходить на вот эти вот, ну, на эту часть заготовки. Приклеиваем крестовую часть нашего кошелька. То есть вот он у нас получается. Не залазим на нашу разметку, которую мы разметили. Прихватили. Потом эту часть резинки мы точно так же, как эти, заводим под низ. Вот сюда. И тоже немножко, не сильно, немножко натягиваем. Немножко натягиваем. Желательно, чтобы натяжка на всех, ну, на этих резинках, по крайней мере на парных, была одинаковая. Если вы чуть-чуть перетянете резинку, она получится у вас, ну, то есть будет тянуть на бок этот сам кошелек. Поэтому старайтесь натяжку делать одинаковой. Вот. Не знаю, как это измерить, одинаковая она или нет, но надо чувствовать пальчиками, руками. Вот. И здесь делаем то же самое, что и с этой стороны. И делаем такой крестик. У нас получается. Получается крестик. Я по резинкам даю припуск хороший, чтобы потом лишнее можно отрезать. Вот то, что будет мешать. Лучше чуть-чуть больше, чем меньше. И заводим опять же эту резиночку под низ.
И у нас получается вот такой вот крест. И опять мажем клеем и приклеиваем. Примерно так. Вот, и у нас получается вот такая вот заготовочка. Потом, пока не наклеили обратные части, проверяем. Складываем. И если у нас натяжка везде ровная, то оно будет все ровно. Будет работать. Видите? То есть нигде никуда не съезжает. Вот я ложу ее, и все у нас одинаково. Если бы резинки были перетянуты где-то, тогда оно бы съезжало в сторону. Где-то вот так вот было бы. Или вот так. Вот. А так как мы резинки приклеили правильно, у нас все работает. Красота. Теперь можно лишние резинки отрезать. Но главное, не отрезать. Кожа толстая. Она, в принципе, не сильно будет им мешать. Дальше. Что мы делаем? Дальше мы будем наклеивать лицевую часть. Вот. Лицевую часть. Смазываем клеем. Работаю всегда пальцем. Вот. Кисточками не пользуюсь. Привычка. Очень удобно. Смазываем две части нашей заготовки. Промазываем хорошо, потому что резинка, она будет давать зазоры, чтобы его хорошо заклеить в районе резинок. Смазываем как можно лучше. Потом нагреваем феном. Нагрели феном и прикладываем сначала уголки.
Зажимаем в районе резинок как можно сильнее. Вот. Раньше я их, эти кошельки не прострачивал, а сейчас машинка хорошая, вот. Есть возможность их прострачивать. Более шикарный вид приобретает. Так. Проделываем то же самое манипуляцию со второй частью нашего кошелька. На этом кошельке я еще сделал такой карманчик под визитки, под банковские карты. Очень удобная вещь будет. Сейчас еще покажу, как прострачивать. Я в свое время не мог понять, как их строчить. Сначала казалось, что это просто, а потом я понял, что я делаю что-то не то. Когда я испортил кошелек, я понял, что это не так уж и просто было. Если памяти хватит, сейчас покажу, как его прострочить. Всегда приклеивайте в начале углы. Все остальные части, их можно уже будет поджать. Кожа, она имеет такое свойство сжиматься, растягиваться. Поэтому клейте всегда сразу углы. И тогда, если ваши выкройки сделаны более-менее ровно, то вы всегда ваше изделие будет классным, ровненьким. Вот такой вот получается у нас кошелечек. Еще раз говорю, можно было бы его не прострачивать, но я его прострочу, чтобы его как бы окультурить, так сказать. Рома, дай денег, показать, как это работает. Вот такая игрушка. Когда я первые кошельки начал делать, я сидел, игрался вот такими, что жене приходилось отбирать у меня их. Вот. Стираем наши метки. Вот. Изделие готово почти. Давай
Так. Хорошо. Фокус-покус. Опа.